Всем привет! В этом курсе мы будем изучать Git. Git– это самая популярная и, наверное, самая продвинутая система контроля версий, которая используется разработчиками по всему миру. Git– это очень удобный и полезный инструмент, который значительно ускорит и упростит разработку программного обеспечения. И Git используется везде и всюду, во многих компаниях, во многих стартапах, в большинстве компаний и стартапов, и в большинстве вакансий требуется знание этого инструмента. Поэтому в этом курсе мы подробно изучим Git и научимся с ним работать. Вообще, зачем нужен Git? Предположим, что вот Git нету, и мы разрабатываем программное обеспечение по старинке. Вот это мы, разработчики, и, допустим, у нас есть удаленный сервер, который является резервной копией. Потому что резервная копия нам нужна, потому что очень рискованно хранить весь код на одном компьютере, потому что компьютер может сломаться, и код может быть безвозвратно потерян. Поэтому у нас есть удаленный сервер, который хранит в себе резервную копию нашего кода. И вот каждый раз, когда мы хотим поработать над нашим кодом, мы должны выкачать с удаленного сервера весь наш код и изменить какой-то файл, например, внести какие-то изменения, и должны потом все эти изменения или какие-то отдельные файлы, которые мы изменили, должны обратно загрузить на наш удаленный сервер, на нашу резервную копию. И когда мы работаем одни, это, в принципе, рабочая схема, и все здесь нормально. Но что если вы работаете не одни, а работаете с коллегами? Потому что чаще всего, конечно, большие проекты, они разрабатываются не одним человеком, а большим сообществом разработчиков. Даже в компании над одним проектом работают много людей. И, предположим, случилась такая ситуация. Вы с удаленного сервера скачали один и тот же файл, и вы его изменили. Вы внесли какие-то свои изменения, ваш коллега, ваш друг внес свои изменения. Теперь вы хотите загрузить ваши файлы на удаленный сервер. Здесь вы внесли свои изменения, а ваш коллега внес свои изменения. Так какие же изменения здесь применять? Ну, на самом деле, если вы будете работать вот по такой схеме, если у вас будет просто удаленный сервер, то когда вы загрузите ваши изменения на сервер, то изменения одного из вас будут потеряны. Причем будут потеряны изменения того, кто загрузил файл первым. Потому что, например, вы первый загрузили файл с изменениями, и ваш друг изменил тот же файл и перезаписал файл со своими изменениями. При этом ваши изменения будут безвозвратно потеряны. Ну, они останутся на вашем компьютере, но вот на удаленном сервере они будут перезаписаны изменениями вашего друга. И вот Git берет на себя эту функциональность. То есть Git берет на себя слияние разных версий файлов. Например, если вы и ваш друг изменяли один и тот же файл, вот вы изменили его одним образом, а ваш друг изменил его другим образом, и вы хотите слить этот файл на ваш сервер, на сервер резервной копии, то Git постарается слить два файла в один. Этот процесс называется merging, с английского слияние. И merging может проводиться в автоматическом режиме или в ручном режиме. Git попытается слить два файла в один, и чаще всего у него это получится. Чаще всего он сольет изменения из вашего файла и изменения из файла вашего друга в один файл, и в котором будут применены изменения как ваши, так и вашего друга. Но иногда этого сделать не получится, и вы тогда сможете провести слияние в ручном режиме. Обо всем этом, конечно, мы будем подробно говорить в следующих уроках. Также, зачем нужен Git? Git нужен потому, что он является системой контроля версий. То есть, когда вы используете Git в вашем проекте, у вас есть полная история изменения всех файлов. И вы можете вернуться к любой версии вашего проекта. Вот здесь у нас шкала времени слева направо.
И предположим, что вот вы в вашем проекте используете Git. Вначале у вас был какой-то файл с названием file1, он у вас был в каком-то состоянии, потом дальше его состояние изменилось, дальше в вашем проекте добавился еще один файл, и в конце, вот в нынешнем состоянии у вас вот файл 1 как-то еще поменялся. И вот все эти контрольные точки, все вот эти версии, они будут сохранены в Git. И вы сможете откатиться к любой из этих версий. Или даже не откатиться, а просто посмотреть, например, какая у вас была версия файла вот в любой из этих контрольных точек. И это очень удобно, потому что вы любые изменения вы сможете откатить. Если вы, например, в вашем проекте допустили какую-то ошибку, или вы там допустили какой-то баг, который полностью завалил ваше приложение, и ваше приложение больше не работает. Вы, если используете Git, всегда сможете откатиться к любой версии вашего проекта и восстановить работоспособность системы. Это лишь один из примеров использования. На самом деле примеров использования просто масса. То есть очень много примеров использования Git. И это очень-очень удобно. Если говорить о системах контроля версий в целом, то у нас есть два подхода к хранению данных. Есть подход централизованный и есть подход распределенный. Централизованный подход к хранению данных – это когда у нас данные хранятся только в одном месте, на центральном сервере. А все сотрудники, все программисты, они сливают свои части, которые они изменили, в центральный сервер. И у нас вот проект целиком, он находится на центральном сервере. Есть же подход распределенный, когда у нас, да, есть какая-то версия на центральном сервере, но помимо этого у каждого разработчика есть полная копия этого проекта у себя на компьютере. То есть есть своя версия на компьютерах разработчиков. И эта версия является полной копией нашего проекта, который хранится на центральном сервере. И этот подход, он лучше. Почему? Потому что, во-первых, разработчики могут вносить изменения в проект, будучи в офлайне, то есть они могут даже быть не подключены к интернету и при этом вносить изменения в проект. Потом, когда они подключатся к интернету, они смогут слить эти изменения в центральный сервер. И второе преимущество, которое, я думаю, еще более важное, заключается в том, что если у нас центральный сервер, например, сломается, или его украдут, или он сгорит, или что-то еще, то у нас какая-то версия проекта целиком, она останется у кого-нибудь из программистов. То есть у нас проект имеет много-много копий, и копия хранится у каждого разработчика. И такая система гораздо безопаснее, потому что если у нас один компьютер повредится, или его украдут, или что-то еще, то копия проекта будет храниться у всех разработчиков. Git, он является распределенной системой контроля версий. Поэтому Git, если подытожить в одном предложении, Git – это распределенная система контроля версий. И именно эту систему контроля версий мы будем изучать в этом курсе. В следующем уроке мы установим Git и произведем начальную конфигурацию. На этом коротком уроке мы произведем установку и конфигурацию Git. Во-первых, необходимо установить Git. Для этого можно перейти по этой ссылке. Ссылку я приведу, и вы попадете на сайт документации Git. Здесь расписан процесс установки Git для разных операционных систем. Для Linux, для Mac и для Windows. Вообще существуют, конечно, графические пользовательские интерфейсы для Git, но мы будем использовать командную строку для того, чтобы взаимодействовать с Git, потому что это очень такая распространенная практика, и большинство людей используют для работы с Git командную строку. Если у вас Mac или Linux, то откройте терминал. Если же у вас Windows, то откройте командную строку. И вот я открыл терминал на Mac, и здесь у меня уже установлен Git. Я могу написать Git, например, и я увижу вот какой-то вывод документации о использовании Git.
Если же у вас Git не установлен, то у вас будет какая-то ошибка, вроде как, например, Git не найден, например, или такого ключевого слова Git не существует. В общем, будет какая-то ошибка. Есть команда, которая называется git help. С помощью команды git help вы можете получить помощь или документацию по какому-то интересующему вас вопросу. Но если мы просто наберем git help, то здесь будет какая-то общая информация об использовании Git. Если же вы, например, хотите получить информацию по конкретной команде, то вы можете набрать git help и какую-то команду. Ну, например, команду status. Если мы хотим узнать про команду status, мы можем набрать git help status, и здесь будет очень подробная документация по команде status. Здесь вот в презентации я это указал. После того, как вы установили Git, вам необходимо произвести начальную конфигурацию. Во-первых, вам нужно указать свое имя и фамилию, лучше на английском языке. Для этого вы должны набрать в командной строке или в терминале вот эту команду с вашим именем и фамилией на английском языке. Дальше вы должны набрать свой email. И последняя команда, она меняет цветовую схему Git, чтобы она была более красивой и более читаемой. Зачем вам нужно вводить имя и зачем вам нужно вводить свой email? Дело в том, что когда вы будете создавать так называемые коммиты, когда вы будете создавать эти контрольные точки, Git будет помечать контрольную точку вашим именем и фамилией и вашим имейлом. И все другие люди, все остальные члены команды будут знать, что именно вы создали эту контрольную точку. То есть вы внесли изменения, и изменения, они принадлежат вам, вашему имени, вашей фамилии и вашему имейлу. То есть они будут видны в этой контрольной точке. Дальше вы должны создать проект. Ну, под проектом я понимаю просто папку. То есть, конечно, всегда наши проекты, они лежат в папках. Здесь в ходе этого курса у нас будет учебный проект, в котором мы будем пробовать разные возможности гита. Для начала вам нужно создать отдельную папку для этого проекта, для нашего учебного проекта. Для этого вы должны вызвать команду mkdir с названием вашего проекта. Название может быть любым. Дальше вы должны сделать cd в название вашего проекта, чтобы перейти в эту папку. И в этой папке вы должны выполнить команду git init. Команда git init, она производит инициализацию гита в вашем проекте. То есть в вашей папке будет инициализирован git, и вы сможете использовать git в вашем проекте. Если же вы git init не сделаете, вы не сможете использовать git в вашем проекте. Давайте я перейду в свой терминал. Я выполню команду clear, чтобы убрать все, что осталось до этого, все ненужное. Я перейду на свой рабочий стол, и здесь я создам проект. Назову его, например, Test Project. Я создал папку Test Project с помощью команды mkdir, и я в эту папку перейду с помощью команды cd. Теперь я нахожусь в этой папке. Если, например, я выполню какую-нибудь команду Git, например, git status, я получу ошибку not a git repository. То есть наш проект, наша папка, она не является репозиторием Git. То есть у нас здесь пока еще Git не включен. Но если мы выполним git init, мы получаем ответ initialized empty git repository в нашей папке. То есть в нашей папке инициализировался пустой репозиторий Git. Теперь наша папка, она контролируется Git, и теперь мы в нашей папке можем использовать Git. Если мы, например, выполним git status, то мы увидим какой-то ответ от этой команды. Команду git status мы разберем в дальнейших уроках, но мы видим, что она выдает какой-то ответ. И этот ответ у нас не является ошибкой. Значит, у нас git инициализировался в нашем проекте. Что значит фраза, что git инициализировался в нашем проекте, в нашей папке? Это значит, что в нашей папке создалась папка, которая называется .git. Это скрытая папка, которая не видна обычному пользователю. И в этой папке содержится вся информация, необходимая Git. То есть вся та мета-информация, которую Git использует для своей работы.
И вот когда у нас в нашей папке, в нашем проекте создается папка .git, это значит, что теперь наша папка работает с гитом, и теперь наша папка является git-репозиторием. Я пересмотрел свое предыдущее видео и понял, что про установку гита в Windows нужно поговорить отдельно. Вот страница, на которой находятся ссылки на установку гита. Мы можем нажать либо сюда, либо сюда. Давайте нажмем вот сюда. Мы попали на сайт Git for Windows. И здесь мы должны нажать на Download и скачать установочный файл. После того, как мы его скачаем, мы должны его выполнить. Наш файл скачался, и мы его запустили. Теперь здесь мы должны проследовать по процедуре установки. Next, Next. Здесь обязательно нужно оставить галочку на git bash. Нам будет доступна специальная командная строка, которая работает с гитом. И можем добавить иконку на рабочий стол. Идем дальше. Здесь тоже Next. Next. И здесь тоже Next. Ничего не меняем. Здесь тоже Next. 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 Здесь тоже ничего не меняем. И нажимаем на Install. И ждем, пока у нас процесс установки завершится. Процесс установки завершился, и мы можем нажать на Finish. И на прошлой лекции я, наверное, некорректно сказал, что пользователям Windows нужно запустить командную строку, потому что у нас командная строка есть и в самом Windows, а нам необходимо запустить именно git bash. Запустим git bash. Здесь мы наберем git и убедимся, что git у нас работает. И вот все команды, которые я буду показывать, нужно будет выполнять именно в git bash, чтобы мы вместе шли по этому курсу, чтобы у нас все совпадало.